Приветствую вас, друзья! Хочу поделиться с вами впечатлениями от одного из моих путешествий, которое, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы я вам о нем рассказал. Итак, вторая половина июня 2014 года. У нас есть неделя свободного времени и исправные мотоциклы, готовые к дальней дороге. И мы с моим товарищем решили расширить свой кругозор, да и просто прокатиться. По пути следования решено посетить города Тбилиси, озеро Севан, город Степанакерт, город Ереван и оттуда уже возвращаться через Тбилиси домой. Весь запланированный нами маршрут выходит немногим более 2000 километров. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Итак, день первый. Выехали вдвоем из Кисловодска в 8 утра. Недолгое прощание с единомышленником и в путь. В Пятигорске к нам присоединился еще один наш товарищ, который также собирался проехать с нами этот маршрут. Но по стечению непредвиденных обстоятельств он доехал с нами до Тбилиси и вернулся обратно. Все небо было затянуто тучами, приборы показывали плюс 16 и моросил мелкий дождь. Так мы и доехали до Владикавказа. На границе с Осетией встретили путешественника НГС, который выехал из Словакии уже месяц назад. А общий его маршрут, который он запланировал, был длиной в 16,5 тысяч километров. После разговора с ним поняли, что наше турне – это просто прогулка выходного дня. Во Владикавказе нас встретили наши друзья. И так нас накормили, что даже садиться на мотоциклы нам было непросто. Огромное им спасибо за радушный прием и вкусный обед. Таможню Верхний Ларс прошли довольно быстро и пересекли перевал уже при чистом небе. На Арке Мира познакомились с англичанином, который путешествует по Кавказу уже не первую неделю. В интернете было много информации о том, что перевал завалило и дороги там практически нет. Мы не увидели ничего ужасного, за исключением небольшого участка гравийной дороги. Я переходил этот перевал в 2012 году, и он был намного в худшем состоянии. До Тбилиси добрались не спеша и сразу поселились на въезде в город в один из недорогих отелей. На подъезде к Тбилиси термометр показывал плюс 36 градусов. После душа прогулялись по старому городу и вдоволь наелись вкуснейших грузинских хинкали. Первый день нашего путешествия закончился словами моего товарища. Сегодняшний день прошел просто прекрасно. Изумительная погода, умопомрачающие серпантины, еще не прошедший привкус шикарных аджарских хачапури и прочей стрепни. Все это в совокупности сделало путешествие незабываемым. Я уверен, мы еще не раз повторим этот маршрут. День второй. Утро в Тбилиси началось с того, что наш товарищ Андрей, который ехал с нами от Пятигорска, сообщил нам о своем намерении возвращаться домой в связи с семейными обстоятельствами. Ну что же, желаем друг другу удачи и вперед за приключениями. По четырехполоске, проходящей вдоль реки, проезжая множество достопримечательностей, мы мчим к границе с Арменией. Небо затянуто тучами и ехать очень комфортно в отсутствии палящего солнца. И вот, минуя таможню, на которой, к великому удивлению, нет очереди вообще, попадаем в Армению.
Как только проехали таможню, сразу же поняли, что в этой стране с торговцами и менялами нужно держать ухо востро. Предприимчивые торгаши со всей присущей им добротой и словами «брат, брат» пытались впарить нам страховку на наши мотоциклы. Небольшая ремарка: в Армении не нужна страховка для иностранного транспорта. По дорогам средней паршивости мы мчим практически одни по ущелью. Справа горная река, по бокам высокие скалы. Все очень похоже на родные места, но все же все другое. Проехав минут 20, видим вверху монастырь и, не задумываясь, сворачиваем к нему. 5 километров в гору по извилистой дороге с поворотами в 90 градусов, и мы на вершине. А перед нами монастырь XI века. 10 минут экскурсии и дальше в путь. По пути встречаем много родников и около одного набираем воды. Вода мягкая и приятная. Напившись вдоволь, одеваемся, встречаем очередного нашего брата, который предложил нам купить у него малину втридорога. Мы вежливо отказались и в путь. Еще час пути через Дилижан, затем серпантины вверх и въезжаем в тоннель. Казалось, ему не будет конца. Но вот белый свет, и мы снова на свободе. После выезда из тоннеля погода другая. Справа горы в тумане, впереди грозные тучи. Еще полчаса, и перед нами озеро Сиван. Начинается гроза и сильнейший ливень, переждав который, заезжаем на смотровую площадку, понимаем, что смотреть здесь нечего, едем дальше. Дальше вдоль озера держим путь на приграничный с Нагорным Карабахом городок Варденис. И вот около 6 вечера мы на месте. Небольшой городок численностью около 10 тысяч жителей. Одна гостиница, одно неработающее кафе, множество брошенных домов, впрочем, как и везде, где мы ехали после границы. Селимся. Во всей гостинице мы одни, что неудивительно. «А света нет», — сказал нам хозяин. «За час до вашего приезда прошел ураган». Благо была горячая вода, и мы смогли искупаться. Вечером нас ждала небольшая прогулка по городу, знакомство с местными жителями и ужин. Позади еще один прекрасный день, а впереди еще много приключений. День третий. Утро третьего дня началось с того, что хозяин гостиницы, наш брат, случайно вспомнил, что этот номер стоит в 2 раза больше, чем он говорил вчера. Понемногу начинаем понимать, что это в здешних краях норма. Практически сразу за городом заканчивается асфальт и начинается перевал, который встретил нас густым туманом, размытой глиняной дорогой после вчерашнего ливня и температурой плюс 11 градусов. Ехать было сложно, но мы были предельно аккуратны и обошлось без падений. Спустившись немного с перевала, увидели потрясающие ущелья и дорогу, извивающуюся как змея. Въезжаем в Республику Нагорный Карабах. На КПП сидят ребята, которые просто посмотрели наши паспорта и пропустили нас, сказав, что нам обязательно нужно зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел города Степанакерт. Звучало странно, но, как позже выяснилось, без отметки из министерства нас просто бы не выпустили из республики. Едем дальше и ищем поворот на термальный источник, о котором узнали еще, когда планировали свой маршрут. По дороге встречаем то ли сарай, то ли очередное КПП, на котором стоят люди в форме и еще 10 человек явно в нетрезвом состоянии и совсем с недобрыми лицами. Человек в военной форме сказал, что нас необходимо зарегистрировать, и начал записывать наши данные в старую растрепанную тетрадь, которую он точно никому не будет показывать. Толпа пьяных суровых ребят почему-то была не очень довольна нашим появлением, но человек в форме, увидев нашитый у меня на куртке триколор, сразу сказал, что мы русские, а русские братья армянам, и нас отпустили. Хочется думать о том, что это просто недоразумение или отголоски войны, а не гоп-стоп для туристов. Едем дальше и видим изрядно поржавевший указатель на термальные источники. Сворачиваем в ущелье и понимаем, что не зря. Прекрасная дорога вела нас в ущелье вдоль реки, и проехав порядка 20 километров, мы приехали к источнику. Искупавшись, почувствовали реальное облегчение после трудного перевала. Кое-как простившись с нашими новыми друзьями, которых мы имели счастье повстречать у источника, мы возвращаемся обратно по ущелью и продолжаем свой путь на Степанакерт, столицу Республики Нагорный Карабах.
В районе 5 вечера въезжаем в Степанакерт и селимся в небольшой отель с названием «Ахтамар». Отель относительно новый и, наверное, оттого очень чистый и персонал крайне вежливый. Кушаем в отеле и идем смотреть город. Город очень чистый, все аккуратно. Сам городок небольшой и очень опрятный. Бросилось в глаза то, что все машины чистые, ездят аккуратно и молодежь не включает музыку на полную громкость. Вечером помыли свои мотоциклы и по приезду в гостиницу нас ждал сюрприз. Приехал хозяин отеля, познакомился с нами и сказал, что нельзя оставлять наши байки на улице, потому что если с ними что-либо случится, он себе этого не простит. А так как охраняемой парковки у него нет, он предложил загнать мотоциклы прямо в фойе отеля. Вначале мы подумали, что это просто шутка, но уже через 10 минут наши мотоциклы стояли в коридоре гостиницы, что явно очень радовало шефа отеля. Огромное спасибо хозяину отеля за такую заботу. С такими почестями наши мотоциклы еще не ночевали. День 4. Утром 4-го дня проснулись в Степанакерте в 8 утра от стука хозяина гостиницы. Он сообщил, что наш завтрак готов, и мы можем выкатывать наши мотоциклы из холла. После завтрака поехали купить сувениров и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел Республики Арцах. Сотрудники министерства приветливы и все говорят по-русски. Итогом регистрации стала половинка листа А4 с нашими фамилиями и какой-то специальной печатью. Выезжаем в сторону Еревана. Навигатор показывает, что у вас впереди всего 350 километров. Но какие это были километры? Те, кто думают пройти этим маршрутом в поисках красивых видов, даже не сомневайтесь, вы их там найдете. Вся дорога, кроме, пожалуй, последних 50 километров перед Ереваном, это серпантины, то взмывающие вдоль горы, то опускающие нас на дно ущелья. Дорога была замечательной, единственное происшествие, которое ждало меня на одном из поворотов, это оса, которая укусила меня в шею. Но все обошлось, и мы поехали дальше. По дороге много храмов. К двум из них мы решили проехать не только ради праздного любопытства. В одном из древних храмов ставим свечи за благополучие наших близких и за упокой души нашего товарища Леши Кубинца. Сегодня 40 дней со дня его смерти. Ровных там тебе дорог и чистого неба. Очень жаль, что сегодня ты не с нами. Выезжаем из республики Нагорный Карабах. На посту требуют специальный документ, без которого нас не выпустят. Это тот самый листок, который мы взяли в Степанакерте. Отдаем его полицейскому и мчим дальше. Утренний прохладный воздух сменяется палящим солнцем, и температура на приборах ползет к отметке 36. Последние 30 километров перед Ереваном масштабный ремонт дороги. Масштабный, потому что делают его как взлетную полосу, стелят бетонное основание, на которое потом кладут асфальт. Въезжаем в Ереван и довольно быстро попадаем в центр города на главную площадь. Ищем отель, но все, что ближе к центру, стоит довольно дорого. Но мой находчивый товарищ нашел нам номер в семейном отеле в 5 минутах ходьбы от центра. Номер просто супер. 2 спальни, 2 санузла, гостевой зал, столовая, кухня, большой балкон. И все это за полцены от той, которую просят в центре за маленький двухместный номер. Вечером прогулялись по городу и изучили местные достопримечательности. Город такой же, как и многие столицы, но приятно чистый и практически весь центр заново отстроен. Причем строят армяне на века, все из туфа и огромных размеров. Гуляли допоздна и уставшие пришли в отель. На завтра планов не строим, утро вечера мудренее. День 5. Утро 5-го дня нашего путешествия встречаем в отеле Еревана. Расчетный час 12:00, и у нас еще есть время. Мы решили немного прокатиться по городу.
Поднялись к телевышке и мемориалу жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Армяне чтут праздник 9 мая так же, как и мы, россияне. Есть народы, которые помнят свою историю и чтут подвиг предков, а есть такие, которые создают себе новых кумиров и поклоняются им. Недалеко от отеля перекусили, наблюдая, как наши мотоциклы превратились в объект для фотографирования местной молодежи. Из Еревана выехали довольно быстро. Машин у них много, но пробок мы не увидели. Проезжаем 60 км по трассе, и мы снова у озера Сиван. И погода в принципе благоволит для купания. Съезжаем к озеру искупаться и поесть знаменитых сиванских раков. Но вода в нем ледяная, и нас хватило только на то, чтобы разок окунуться. Начиная с сегодняшнего дня мы решили возвращаться домой. В планах еще был Баку, но мы решили отложить его на следующий раз. Еще полдня едем по ущельям Армении в сторону Тбилиси и в крайний раз наслаждаемся их красотой. Таможню прошли довольно быстро и недалеко от нее остановились возле палатки с фруктами, чтобы купить немного в дорогу. Пока болтали с продавцом фруктов, заметили, что мотоцикл, двигавшийся в сторону границы с Арменией, остановился возле нас. По количеству навьюченного на нем багажа понимаем, что путешественник, но по номерам не ясно откуда. И после пары фраз понимаем, что он с Японии. Только представьте себе, парень едет через всю Россию, от Дальнего Востока, через Байкал и степи Казахстана, сюда, к нам на Кавказ, а в планах у него кругосветка. После разговора с ним в очередной раз понимаем, что все познается в сравнении. Для многих наших знакомых наше турне на мотоциклах в горы Армении – это сумасшествие. Но что бы они сказали, если бы мы собрались в кругосветку? До Тбилиси доехали быстро и, поплутав по городу в поисках отеля, решили немного переплатить и поселились в центре. Вечер в Тбилиси подарил нам очередной раз вкуснейшие хинкали. Грузинская кухня – это, на мой взгляд, одна из обязательных к изучению достопримечательностей Грузии. Хотели лечь спать пораньше, но сон куда-то делся, и мы еще долго гуляли по ночному Тбилиси. Завтра хотим доехать до дома. 6-й день. Утро в Тбилиси встретило нас солнцем, идеально чистым небом. Решено ехать домой, и вещи собраны. Перед выездом зашли в винную лавку, чтобы привезти настоящих сувениров из Грузии. Дорога к дому была легкой и непринужденной. Границу прошли без проблем, и к вечеру уже были дома, уставшие, но довольные собой и своим путешествием. Что можно сказать, подводя итоги нашего турне? Конечно же, каждое новое путешествие – это общение с новыми людьми и преодоление различных трудностей, а значит масса новых эмоций и огромный жизненный опыт. Проезжая Нагорный Карабах, в очередной раз убедились, что чем дальше в горы, тем проще люди. Лично мне врезалась в память, на первый взгляд, несущественная разница, которую я заметил между Арменией и Грузией. И там есть красивые места. И там нам встречались замечательные люди. Но в Армении при выезде из Еревана написано по-русски «Счастливого пути», а выезжая из Тбилиси, видишь ту же надпись, но уже на английском языке. Свой рассказ мне хочется завершить словами Владимира Высоцкого, который, на мой взгляд, как нельзя лучше объясняет, почему мы каждый раз отправляемся в путешествие. Изведать то, чего не ведал сроду, глазами, ртом и кожей пить простор. Кто в океане видит только воду, тот на земле не замечает гор. Всем удачи, ровных дорог вам и чистого неба.